Здравствуйте, друзья! Сегодня продолжение истории про двух голландских малышей. Я вам их показывала в конце июня, когда я их купила, как мы их пересаживали в перлит. Сегодня я хочу вам показать их еще раз и рассказать немножко о них и одну орхидейку из них пересадить. Это парфюмерная фабрика. Она отсушила свои малюсенькие листики. И когда в прошлый раз я вам показывала ее, я говорила, что я ее обрабатывала фитоловином, потому что на листиках вот здесь, была какая-то такая мокнущая пятнышко, и я ее обрабатывала. Кстати, на первое видео, я вам оставлю ссылочку в правом верхнем углу экрана, это мои подсказки, говорящие о том, что я уже снимала видео об этих орхидейках. И если всплывает справа подсказочка, значит, можете смело нажимать, вы перейдете на то видео, где я уже рассказывала об этих орхидеях. Давайте вернемся к парфюмерной фабрике. Здесь вот этот листик был такой влажный, мокный, такое мокнущее пятно. Я его намазала неразбавленным фитоловином. Он отсушил, естественно, два этих маленьких листика, но сейчас начал выпускать большой, красивый, хороший лист, и от основания, вот здесь под листиком, пошел расти новый корень. Прям большой уже на самой орхидейке. Но я считаю, что его пока рано пересаживать, пусть еще немножечко адаптируется, хотя они уже 3 месяца находятся в перлите, видите, прогресс есть. А вот у пикачипа уже корни огромные. Здесь и здесь, и здесь, и от основания все. А самое главное, он начал выпускать корни внутри горшочка. И я даже не знаю, как сейчас и горшочек вроде резать жалко, потому что нет таких горшков. И постараюсь вытащить корни через эти дырочки. Но желательно, конечно же, их не сломать, потому что хотелось бы его уже пересадить. Чувствуется, что он уже начал растить и листики, и корешочки у него хорошо пошли. Поэтому можно его уже на постоянное место жительства отправить. Ну, пересаживать я его из перлита буду в керамзит. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. У меня есть только большие горшочки, даже ставить его боюсь, честно говоря. У меня только есть вот такие большие горшочки Арте, но как большие? Они 0,6, они самые маленькие. Ну, конечно, для такой малышки, может быть, они и большеваты. Но поменьше горшков у меня нет, поэтому... И вот здесь уже есть большой корень, поэтому постараюсь пересадить в этот горшок. Давайте попробуем вытащить его, не сломав корешков. Так, я возьму другой горшочек, который у меня уже есть отклеенный от всех наклеечек. И сейчас постараюсь аккуратненько вытащить его из перлита. Ну, самое простое это вот так сделать и высыпать этот перлит. Заодно с вами и посмотрим, что там у нас еще и внутри горшочка наросло. И вот теперь самый главный маневр. Вытащить корни из этих дырочек. Так, убираем перлитик, чтобы здесь не мешался. Самое главное, чтобы корень не был больше этой дырочки. Так. Внутри мешает какая-то перлитинка. Оп. Ну, все отлично. Ну что же, смотрим. Ах, какая прелесть получилась в перлите.
Вот это старый корешок. Его, кстати, можно уже обрезать. А вот они молодые, какие корешочки. Прям чудесные. Ну, сухие, соответственно, все отрезаем с вами корешки. Старые вот эти листики тоже сейчас я все уберу это. Прямо красотища в перлите получилось. Вот эти сухие листики снимаем. Перлит, конечно, не подлежит второму использованию, тем более, что он очень сильно зеленеет. Кстати, из перлита очень удобно вынимать из сухого. Видите, как все хорошо осыпается. Даже корни мы не повредили. Сухой корешок убираем. Еще один сухой корешок убираю тоже. Не дорезаю до живого. Перлит смывать не буду. И вот этот корень, я его уберу, совсем уберу. Вот такие корешки, новенькие, хорошие, все раскукленные, наросли в перлите. Да, конечно, горшочек, который я хочу посадить, большеват, но другого у меня нет. И посажу я его вот так. Скорее всего, этот корень останется воздушный. Я его не буду специально туда опускать, потому что он жесткий, хороший, да еще и какой, смотрите, какой толстенький уже. Так что засыпаю его керамзитом. Постараюсь посерединке его поставить и поставить как можно ровнее. Так, стараюсь выбрать керамзит, тот, который помельче. Но самый мелкий керамзит оказался в самом низу коробки. Ну вот, наш Пикачи получил новое место жительства. Теперь я буду за ним ухаживать как за обыкновенной простой, ну почти взрослой орхидеей. Точно так же поливать в двойном горшочке. Корней здесь просматриваться не будет, потому что... О, нет, вот есть корешочки, значит, буду наблюдать за этими корешками, как они растут, как пьют водичку в керамзит, потому что я его посадила влажный, а корни вы видели, что были они и не мокрые, и не сухие были. Поэтому такое среднее состояние корней. Поэтому подожду пару дней, посмотрю, как будут корешочки просыхать, и тогда начну поливать как обыкновенную орхидею фаленопсис, как я ухаживаю за всеми орхидеями. Надеюсь, что к весне, может быть, уже и зацветет. А с этим немножечко подождем, посмотрим его динамику роста, посмотрим здесь на его шейку и тоже пересадим, как только придет время, пересадим. Вот видите, прекрасно орхидеи наращивают корни в перлите. Поэтому это такая промежуточная посадка, потому что малыши часто приходят или в торфяных стаканах, или мох. А когда они привыкли к такому влажному содержанию, даже если они в посылке были просушены хорошо, но все-таки у них корни всегда получали очень много влаги. Вот перлит – это промежуточный вариант между, например, мхом или торфяным стаканом до пересадки уже на постоянное место жительства. Пусть то будет керамзит, пусть то будет кора. Здесь все-таки более сухое будет содержание, а там как раз мы его потихонечку приучаем к тому
постоянному месту жительства, которое он у нас потом получит. И когда мне говорят, что орхидеи сами решают, во что их посадить, нет, друзья, решения принимаем только мы. Или мы делаем все для того, чтобы наша орхидея принимала такую посадку, как мы хотим, как нам удобно ухаживать. Или же она у вас будет фокусничать, и вы будете за ней ухаживать и продолжать танцы с бубнами, как всегда. И будете ее пересаживать то в один грунт, то в другой грунт. Запомните, пожалуйста, что если орхидея не проросла, например, 3 месяца в одном и том же грунте, это абсолютно не говорит о том, что она не приняла эту посадку. Она за 3 месяца у вас даже не привыкла к этому грунту. Вот смотрите, очень простой пример, который я вам сегодня показала. 3 месяца в перлите. И какие прекрасные корни у орхидеи. Я думаю, что также замечательно она примет посадку и в керамзит. Все будет с этой орхидейкой в порядке. А самое главное, что никаких танцев с бубнами я около этих орхидей не устраивала. Чего и вам желаю. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте. И не забудьте нажать на колокольчик, если вам интересна история, продолжение истории об этих орхидеях. До новых встреч, друзья!